Вкусный привет! Завтра начало масленичной недели, и на сегодня я приготовила 3 рецепта самых красивых блинов. Объединяет их кое-что одно, что именно, об этом вы узнаете дальше. Меня зовут Галина Артеменко, и вы на канале Жизнь вкусная. Среди всех блинов, которые я когда-либо пробовала или готовила, у меня есть самый любимый тип – это ажурные блины. Они восхищают уже своим внешним видом. Сегодня будем готовить ажурные дрожжевые блины, также приготовим заварные блины на кефире и приготовим ароматные блины на темном пиве. Если у вас есть специальная блинная сковородка с низким бортиком, очень здорово, потому что это очень удобно для тех, кто любит блины печь регулярно и делает это довольно часто. Я же это делаю больше в масленичную неделю, поэтому обхожусь обычной универсальной сковородкой с антипригарным покрытием. Смазываю ее растительным маслом только перед выпечкой первого блина для того, чтобы подстраховаться, а затем пеку все остальные на сухой сковороде. Напоминаю, что список всех ингредиентов будет в описании к этому видео. Ажурные блины на дрожжах. Мне в них нравится абсолютно все. Хлебный аромат, неповторимый рисунок, а также то, что они получаются довольно пухленькими, как для блинов. Из описанного количества ингредиентов у меня получилось 6 штук. Для приготовления дрожжевых ажурных блинов в первую очередь нужно активизировать дрожжи. Я использую свежие дрожжи, они дают более красивый рисунок и более выраженный аромат. Сперва нужно раскрошить дрожжи, добавить сахар и влить молоко, которое чуть теплее комнатной температуры. Размешать до растворения дрожжей и оставить на 10-15 минут. Вы заметите, что дрожжи стали активными, смесь начала пузыриться. Теперь я добавляю к активным дрожжам яйцо, щепотку соли, всыпаю всю муку и добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Сперва я перемешиваю массу венчиком для того, чтобы муку грубо соединить с влажными ингредиентами, а затем помогаю себе блендером разбить комочки, чтобы тесто стало максимально однородным. Миску с тестом я накрываю пищевой пленкой. Вы можете видеть, что я беру довольно большую по размеру миску для того, чтобы тесто могло расти и никуда не убежало. Оставляю тесто в теплом месте на 20-30 минут для брожения. За это время оно станет очень пышным, мелко пузырчатым. Посмотрите, как оно будет выглядеть. Хорошенько разогреваю свою сковороду и выкладываю на нее 3 вот таких вот небольших половника теста и разравниваю их на всю поверхность. Тесто начинает активно пузыриться и запечатывает вот этот вот удивительный ажурный рисунок. Выпекаю блин до румяности с одной стороны, затем переворачиваю на другую сторону, держу буквально полминуты и снимаю с огня. Вот какими красивыми они получаются. Заварные блины на кефире. Нежнюсенькие, тонюсенькие, они в буквальном смысле слова прозрачные. Готовится это тесто путем заваривания кипятком, и мне удобнее всего делать это при помощи стационарного блендера, потому что мне остается просто подливать, подсыпать ингредиенты. Вы можете готовить его также при помощи обычного погружного блендера, или же просто приготовьте его вручную. Из количества ингредиентов по рецепту у меня получается 14 блинов. Готовить это тесто можно смело при помощи вот такого погружного блендера. Я буду использовать вот такой вот стакан от моего стационарного блендера. В стакан для блендера я отправляю муку, сахар, соду и щепотку соли. Разбиваю туда яйцо, добавляю растительное масло и вливаю кефир. Кефир желательно заранее достать из холодильника, чтобы он был приближен к комнатной температуре. Смешиваю тесто до однородности. Сперва оно будет довольно-таки густым и будет напоминать больше теста для оладий. Пока смешивается тесто, я довожу до кипения воду и, продолжая смешивание, вливаю кипяток. На раскаленную сковородку я выливаю небольшую порцию теста, чтобы блинчики получались очень тоненькими. И уже сразу, как только вы наливаете тесто на горячую поверхность, видно, каким ажурным оно становится. Выпекаю блин до румяной стороны с одной стороны, затем аккуратно переворачиваю и допекаю до готовности.
Только посмотрите, какими удивительными получаются эти блинчики. Блины на пиве. Для меня это новый рецепт блинов. Буквально пару дней назад им со мной поделилась моя фейсбук-приятельница Нина. Спасибо тебе огромное. У этих блинов получается очень интересный хмельной аромат. Мне больше всего нравится готовить на темном пиве. Мне кажется, что именно с ним получается наиболее богатый, наиболее насыщенный вкус. Вы же можете готовить с любым другим видом пива, и из общего количества ингредиентов у меня получилось 8 блинов. В миску высыпаю все сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Венчиком перемешиваю сухую смесь, чтобы ингредиенты между собой смешались. Теперь я вбиваю в сухую смесь яйцо, добавляю растительное масло и вливаю сыворотку. Можно использовать как сыворотку, так и молоко. Перемешиваю тесто венчиком до однородности и исчезновения комочков. Теперь я открываю бутылку пива. Его я добавляю в самый последний момент, чтобы сохранить вот эту вот загазированность, чтобы она не выходила и дополнительно обогатила тесто. Вливаю пиво в тесто, перемешиваю в последний раз, и оно готово к выпечке. Выпекаю блины из теста привычным способом. У меня есть один приемчик. Сразу после выпечки, пока блин еще горячий, я его укладываю на тарелку и накрываю крышкой для микроволновки. Та температура, которая остается после выпечки, она образует пар, и блинчик пропаривается, получается мягким без дополнительного жира. Эти блины получаются особенно румяные, на грани карамельного цвета. Очень привлекательно. Пускай вам будет вкусно. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным для вас. Напишите в комментариях, любите ли вы ажурные блины. Также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если вы еще на него не подписаны. И в следующем видео вас ждет один рецепт, из которого вы приготовите 3 разных по вкусу блюда. Интрига, интрига. Так что подписывайтесь.